Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Начинаем сегодняшний вебинар, который посвящен эзотерике. Сегодня я опубликовал вопрос свой. Задайте свои вопросы на вечерний вебинар по эзотерике, и с удовольствием сейчас на них отвечу. Также я читаю вопросы, которые вы сейчас пишете в вебинарной комнате. Майя Ангелу, здравствуйте, Андрей Андреевич, с Днем Учителя. Пусть ваши знания, передаваемые ученикам, приносят максимальную пользу. А что сегодня, День Учителя? О, спасибо, я не знал, я думал, он 5 числа. А сегодня какое число? 3? 2? Не, ну насколько я помню, День Учителя, по-моему, 5 числа. Ну ладно, пусть сегодня, это очень приятно. Спасибо вам, низкий поклон. Люба Рижицкая, здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, какие цветы очень хорошо держать в спальне? Вы в каком-то вебинаре говорили, как избавиться от косточки на ноге. Здесь просто на другом языке написано. Итак, я очень рекомендую использовать цветок для того, чтобы он рос в спальне. Пусть это будет цветок тысячелистник или еще каланхоэ. И тот, и другой цветок можно использовать дома. Как известно, они приносят счастье, благородство, благополучие, успех, благословение и так далее. Одним словом, все для спальни хорошо. Как избавиться от косточки, тоже несложно. Необходимо взять, как я раньше рассказывал, эзотерический пятачок медный, желательно, чтобы он был красного цвета, ударить об одну сторону, положить его сверху на косточку, на стопу, взять молоточек и очень мягко вот так ударить с одной стороны, а потом, если есть вторая косточка на второй ноге, то переставить на вторую ногу и с другой стороны ударить. После чего где-нибудь на перекрестке, лучше закопать, так, чтобы никто не нашел. Проговаривать при этом ничего не нужно совершенно. Майя Беридзе, здравствуйте, уже столько времени никак не только не скину вес, а наоборот набираю, хотя не ем никаких мучных продуктов, после 5 вообще не ем, слушала шумы, принимала жир-стресс. Если не ем, упадок сил. Я очень рекомендую использовать эзотерический метод, который называется кастрюля с золотом. Каждый раз, когда вы кушаете, представляете, будто у вас в животе кастрюля, в которой кипит раскаленное золото. Если делать так 3 раза в день, также есть такой метод, когда вы кушаете еду, говорите себе или представляете, будто вместо еды вы едите небо, прозрачную еду, небо. И очень быстро на этом фоне сможете сбросить вес. Александра Сикорская. Подскажите, дочь выходит замуж, сообщили внезапно, ура! Что можно пожелать или подарить ей и ее избраннику в это прекрасное событие? Если есть деньги, подарите деньги. Подарите им кусочек золота, пусть их жизнь будет золотой. Или подарите им какие-то золотые украшения и одному, и другому, или один какой-нибудь такой вот талисманчик их семьи. Ну, если у вас есть на это время. Люси Амирханян. Здравствуйте, скажите, как повлиять на то, чтобы сына не вызывали для участия в военном конфликте? Служил в армии 2 года назад. А если вызовут, то как уберечь и защитить? Спасибо большое. Сила вам и могущество для изменения мира. Вы меня компрометируете. Это же, что я должен вам такое дать, чтобы перейти на сторону таких вот матерей, которые не хотят, чтобы их дети служили стране и так далее. Тем не менее, выход есть. Сжигайте его призыв и сжигайте, что его приглашают в армию. Также можете представлять, что он уходит в армию и машет вам в рукой, представляя, будто это вы все видите в зеркале или в отражении зеркала. Тогда это никогда не произойдет с ним. Здравствуйте, добрый вечер всем присутствующим. С Днем Учителя. Спасибо. Где говорится... Пол-литра для дорогого Андрея Андреевича. Поэтому надо было пол-литра отправить. А так, День Учителя, я ни в глаз ногой, ни в бровь. Елена Тупикова. Здравствуйте, здрасте. Можно ли несколько символов нарисовать и мантры написать и положить в маленький пластиковый конверт и пристегнуть к одежде? Не обязательно носить на шее. Не будет работать, не будет. Заказала Метасоник 2 по вашему совету на марафоне. Когда его получу, надо ли практиковать тренажер по выравниванию судьбы? Можно не практиковать. Еще интересно услышать, когда Метасоник изготавливается, он посвящается тому человеку, который заказал? Нет, не посвящается. Но в случае, если человек покупает его, то
он фактически приобретается, ну и фактически этому человеку принадлежит. Мы даже задумывались над этим. Когда метасоник делается, то он делается фактически для того человека, кто его в будущем купит. То есть он уже чей-то. Поэтому не посвящается кому-то определенному. Именно поэтому он будет посвящаться тому, кто за него заплатит. Вот где-то так. Уважаемый господин А. Здравствуйте, Ирина Денисова. Подскажите, пожалуйста, как не навредить родным, если постричь самой? Стригитесь в четверг, вреда никакого никому не окажете. Здравствуйте, не могу тоже найти парикмахера, годами стригла себя сама, пока не узнала, что нельзя. Нехорошо себя стричь. Не раз задавала этот вопрос, но не повезло. Может, сегодня, я не понял, вам что, надо найти парикмахера? Ну, вы даете. Александра Сикорская. Вы и там, я понял. Андрей Андреевич, скажите, как заказывать вещи и сны? Ставите молоко перед собой перед тем, как заснуть. Говорите, пусть сегодня мне приснится вещий сон между первым и вторым. После этого мешайте пальцем указательным, выпивайте полстакана, а полстакана оставляйте на утро. Утром не забудьте допить полстакана, вещий сон приснится. Так и скажите, хочу сегодня во сне увидеть то-то, то-то. Ага. Саша Забияка. Ух ты ж, Андрей Андреевич, посоветуйте что-то для улучшения памяти, концентрации, внимания. Чуть за 40, а память никакая. Что прошла, тут же забываем. Поставьте перед собой изображение какое-нибудь, нарисуйте на этом, поставьте перед собой белую бумагу. Нарисуйте на этой белой бумаге изображение черного шарика или черного квадрата или треугольничка. Не имеет значения чего. Смотрите по возможности не мигая, мягко расслабляя плечи и шею длительное время на такой треугольничек. Если это делать на протяжении хотя бы 2 минут один раз в день, память во много раз увеличится. Пожалуйста. Также можно представлять, будто вы видите спираль золотую, которая сделана из золотой проволоки аж до самого неба. Представляете, будто вашим сознанием вы ее протираете, ощупываете, протираете и выше, выше, выше крутитесь по такой спирали. Данный метод помогает человеку улучшить, заметно улучшить и концентрацию, и память. С вас 100 рублей. Шучу. Сергей Пустовой. Чтение кодов возможно не в домашних условиях, да, только при условии, если помещение вокруг вас очищено энергетически, а себя вы запечатываете. Знаете, как это делать? Ом махум хахрим, ом махум хахрим. Позвольте спросить, а для дочери можно заказать метасоник? Да. Данилова Ольга. Вы планируете изготовление кулончиков для талисманов молочных зубов? Ну, наверное, все-таки нет. Здравствуйте, я ваша ученица. У ребенка выпал зуб, молочный зуб. Как сделать из него талисман? Носите на себе его, просто вложите во что-нибудь. Расскажите о кольце Накх. Кольцо Накх имеют право носить только люди, которые называют себя индами. Все остальные люди не должны носить кольцо Накх и не должны носить символ договор. Только для участников нашего закрытого общества, Института развития творческой единицы. Для других людей он бессмысленен. А если бы вы были частью института или частью индов, то тогда бы вы понимали, что это обозначает. Анжелика, хочу выразить признательность вам за школу и за знания, которые вы нам даете. Пожалуйста. Не сочтите за наглость задать вам вопрос, нужно ли мне ехать за границу на заработок, одна содержу семью в Казахстане. Нет, нельзя вам ехать. Только не задавайте такие вопросы, считаю это беспорядочно по отношению ко мне, считаю, что делать так нельзя. Эти индивидуальные вопросы, вам пусть гадалка гадает. Вы к гадалке придете, 100 рублей заплатите, а меня юзаете бесплатно. Делать так нельзя, меня за это потом наказывают болячками всякими. Прохожу первую обновленную ступень, это просто перезагрузка мозга в счастливую жизнь. О, я рад. Я очень рада, что нашла именно вашу эзотерику, а именно необходимую философию жизни, что вы даете на ступенях. Меня с детства интересовало и тянуло в неизведанное про миры, жизнь после смерти, реинкарнации. Не могу понять, почему у меня такой интерес. Слушаю с интересом аудиокниги Майкла Ньютона про души. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как знать все тайны мира, все это правда? Не читал никогда Ньютона, сказать ничего не могу. Хотите подробности, проходите мои семинары ИРТЕ, там обо всем об этом сказано в последних 3 семинарах. Можно ли эзотерически обнулить обещания, данные в прошлом
можно здесь об этом рассказывать не буду. Проходите третью обновленную ступень школы Кайлас, об этом рассказываю. Ученица первой обновленной ступени, подскажите, пожалуйста, что мне делать? К нам в коммунальную квартиру незаконно заселились узбеки, отравляют нашу жизнь и никак не собираются выезжать. Государственные службы отказываются помогать, по вашему совету сыпала пустырник на порог, но от этого они стали агрессивные. Думают, что я колдую. Помогите, пожалуйста, что с моей семьей мне делать? Представляете, будто вы их сжигаете на свече, как я вам даю это на первой ступени школы Кайлас. Делайте это ежедневно 10 минут и съедут, 100% проверено. Там есть 5 методов. Уходи в дождь навсегда, метод с хлебом. А какой из методов вы используете больше 10 дней для того, чтобы они съехали? Никакой. Ну как же вы можете себя называть тогда ученицей школы? Странно это. Скажите, пожалуйста, если снится имя, отчество человека, которого я не знаю, что это значит? Это значит, скажите, пожалуйста, что сделать, когда все идет как по маслу? Ну так, супер. А затем череда неприятностей, тормоз в делах и прочее. Как выйти из этого состояния? Есть какой-нибудь быстрый метод? Быстрого нет. Хотя есть и быстрый. Помните, я всегда говорю эти слова. Когда человек падает вниз, он падает от того, что он страдает. То есть вы материтесь, критикуете, нервничаете, смотрите плохие новости, позволяете себе деградировать. Когда человек растет, то путь вверх обозначает, что он радуется, счастлив, и подняв свой уровень, будете зарабатывать 10 тысяч долларов каждый месяц. Когда человек подходит к верхней части уровня, то у него ухудшается жизнь. Это как бы проверка, и он должен перейти в новый уровень. И это возможно, если не хандрить. В этот момент вы будете не хандрить, а радоваться, то тогда вы перейдете, и вот такого тормоза у вас не будет. Тормоз, когда появляется, наоборот, радуйтесь, ходите в парикмахерскую, сделайте массажи, как можно больше испытывайте от жизни состояние искреннего счастья. Тогда вы пройдете через вот этот барьер, который мешает вам пройти в новый финансовый или там какой-либо уровень. А можно на свече сжечь кредиты? Можно, только по одному. Здравствуйте, только как? Пройдите первую ступень. Я все об этом рассказываю. Я считаю, эти вопросы, они неумелые и неуместные. Я там все об этом говорю. Говорю и как сжигать, и что представлять, и каким образом это делается. Ах, люди. Здравствуйте, подскажите, как заставить ребенка двигаться? Лежит, играет в телефон и больше ничего не делает, не двигается совсем. Заранее спасибо. Ребенок в квартире двигаться не может. Для того, чтобы ребенку двигаться, ему необходимо пространство. Подвигаться в квартире невозможно. Для того, чтобы ребенок двигался, ему необходимо выйти на улицу, дать велосипед, перейти в парк, выехать в лес. А скажите, он имеет возможность такую вот для себя сделать? Проживая в тех домах, в которых проживают сейчас люди на 12 этаже, спускаясь вниз прямо на трассу или пустили, хотят избавиться от людей, и не получается, видите. Эх. Одолжила деньги, уже забила о них. Ну вы зря так. Долг, как известно, платежом красен, поэтому одолжили, не забудьте отдать. Слово забило не очень хорошо. Работа по 12 часов, а денег не платят много. Ну и правильно, вам необходимо пройти семинар «Доктрина бизнеса» или смотреть мои бесплатно выложенные семинары «Магия денег». Я очень много об этом говорю. Почему не получается зарабатывать, сколько стоит жизнь, почему нельзя одалживать, почему нельзя забивать на долги. Есть долги, не будет счастливой жизни. Ну, какой вопрос, такой ответ. Гулсим Идрис Кызы. О, красивая казахская фамилия. Ученица ступени с апреля. Читаю мантры, слушаю шумы, делаю практики. Результаты волшебные. В последнее время дома исчезли документы и украшения. Это не случайно, думаю, сама. Ваше мнение хотела бы узнать. Я вам хочу сказать, что да, действительно, если все лежало в одном месте и после этого оно исчезло, то это не случайно. А это, скорее всего, взяли самые близкие люди. Вообще хочу вам сказать, как обычно это происходит. Будучи человеком, который умеет просматривать, куда деваются документы и деньги, ко мне периодически обращаются знакомые или друзья для того, чтобы я это для них нашел. И обычно это заканчивается тем, что они не верят, потому что обычно это звучит очень часто так. Вот одна история, харьковские ребята, мужчина и женщина, взрослые, он там замдиректора завода, обратились ко мне: Андрей Андреевич, помогите, куда-то делось там по чуть-чуть
исчезает золото, по чуть-чуть исчезает деньги там из шкафчика, ну небольшие суммы, но это все равно все время происходит. Кто с вами живет? Ну живет наша дочка и живет ее зять, наш зять будущий. Я говорю, ну вот зять их ворует. Почему? Он тратит деньги на вашу дочку. Почему? Но он же не работает. Нет, не работает. Ну, все. Здесь не надо быть магом. Когда они его поставили возле стенки, он звонит и говорит, да, признался. Сказал, что ему сказали, что установили скрытую камеру и сказали, что он их брал. И он после этого признался, говорит, да, извините, но я, честное слово, больше не буду. Я говорю, ну и как вы решили? Что решили делать дальше? Ну пусть живет, а что? Я говорю, ну давайте им деньги, тогда никто воровать не будет. Ильяна. Не могу найти видео, где говорили числа для замужества в этом году. Что вам сказать? Хотели просто расписаться, живем много лет. Есть ребенок, расписывайте все время. Стоит ли в высокосном году расписывать? Конечно, если есть любовь, можно расписаться. Я вам хочу сказать, куй железо, не отходя от кассы. Если предлагает жениться и хочет это сделать прямо сейчас, идите навстречу ему, пускай женится, прям завтра. Какая разница, я вас прошу. У вас ребенок, это уже как бы свадьба понарошку, уже все равно. Главное, что кто-то вас желает, кто-то желает на вас жениться, кто-то вам хочет жизнь посвятить свою. Соглашайтесь в любой день. Говорите, даже ночью, согласна, прямо сейчас, поехали. Честно. Как поправиться эзотерически? О, тоже вопрос такой. Как поправиться эзотерически? Необходимо представлять себя в зеркале тощим-тощим. Подходите к зеркалу, смотрите на себя в зеркало, отворачиваетесь и представляете, как будто вы скелет. Тощий скелет. Тогда 100% поправитесь. Вообще я вам хочу сказать, что представляете в зеркале, то будет происходить наоборот. Если вы представляете себя в зеркале тощими, то поправитесь. А если полными, то похудеете. Конечно же, меня все время удивляют те эзотерики или горе-эзотерики, там, Правдина, допустим. Ну, я не стесняюсь говорить, которые периодически дают такие советы. Знаете, представляю себя в зеркале красивой, мудрой и худой. Да ужас, будете тупой, не мудрой и жирной. Это женщины обычно применяют это слово. Ладно. Нужно быть духовным учителем, говорить о высокой духовности. Большое спасибо за ваш труд, но я же не виноват, что нет высокодуховных учеников, которые не задают высокодуховные вопросы. Ну вот, где-то так. Подскажите, можно ли помочь моему сыну 27 лет эзотерически? Не хочет работать, уселся на моей шее, выпивает. Никак его не могу оторвать от пуповины. А вы проходите последовательно мои ступени, от 1 до 5 хотя бы. И я вам обещаю, что там все о том, почему дети вот такие, там об этом есть. А вот так не получится. Не выпрашивайте у меня эзотерических практик. Лариса, здравствуйте, собираюсь на марафон 3. Хочу подготовиться уже сейчас. Что нужно делать, чтобы подготовиться к работе, чтобы максимально быть плодотворным? Хочу вам дать совет. Каждый день концентрируйтесь на том, что у вас в груди, вот прямо в этом месте ощущается состояние безумной, невероятной, яркой радости. Тогда тот марафон пройдет великолепно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вообще хочу вам сказать, если человек, вот так надо сесть, мне сказали, что это моя рабочая сторона. Итак, если, допустим, человек беден, если человек несчастен, если у человека все плохо в жизни, не получается зарабатывать деньги, все в жизни плохо, то есть метод, который может это все изменить. Дети пьющие, не везет в жизни и так далее. Можно это все изменить? Можно. Каким образом? Лишь один метод использовать. Метод, который полностью на 100% за год изменит вашу судьбу. Бедные станете не бедные, нищие станете не нищие, нет квартиры, обретете квартиру, болеете, выздоровеете. Дети пьют, бросят пить, вы пьете, бросите пить. И этот метод, он очень простой. Каждый день медитируйте на то, что у вас в середине вашей груди есть чувство в виде шарика, в котором находится состояние радости. Максимально старайтесь это состояние радости в себе увеличивать. Помните об этом чувстве на протяжении целого дня. А если правильно, то выполняя это, как быстро может быть. Хотите по 1 минуте, 5 минут,
от 1 до 5 минут представлять это на протяжении года, за год жизнь изменится. Будете это по 5 раз делать, по 5 минут, за месяц жизнь изменится. Не верите? Плюньте мне в лицо, через 1 месяц используйте данный метод ежедневно. А если в зеркале представить себя старой уродиной, бабой-ягой, то наоборот. Попробуйте, мне напишите. Хорошо? С праздником вас земных благ, вы гений, ученик первой ступени обновленной. С появлением вас жизнь изменилась. Ну, я рад. Добро пожаловать в нашу секту. Лилия. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно читать коды и мантры вечером, если не получилось сделать утром? Да, можно, пожалуйста, читайте. Елена Нельга. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Хочется выразить вам огромную признательность за то, что вы для нас делаете. Огромное спасибо за прибежище. Огромное, пожалуйста. Дальше. Резницкий, Южноукраинск. Нарисование ресниц. Наращивание ресниц. Ох ты ж, у вас фамилия. Впервые вижу женщину с фамилией наращивания ресниц. Шум для изучения языков помог мне выучить английский язык. Ого. Хотела узнать, этот шум помогает только в изучении языков или в любом другом изучении чего-либо? Нет, к сожалению, только изучение языков. Помогите найти ссылку этого шума. Какого шума? Все шумы у нас выложены платно. Переходите на мой сайт duiko.guru, переходите на шумы Ситхи Саунд и покупаете себе шум изучения. Там есть шум, который называется «Быть мастером во всех делах» или «Обретение мастерства». Вот он для того, чтобы любым делом занимаясь, становиться специалистом в этом деле. Как вы относитесь к энергетическому массажу своими руками? Он благотворно влияет. Понятия не имею, о чем вы говорите. Понятия. Энергетический массаж своими руками, что вы имеете в виду? То есть это, знаете, их сколько существует? Там, ну, навскидку можно там Агулова вспомнить, там, эту Брайна, Эльзу Брайнен, да, или там, как ее фамилия, Брайн. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение сон, в котором приснился непонятный код? Хамалая. Хамалая — это код, ну, это 3 определенных Да, хам — это отдельно обозначает у человека развитие личности. Малаварая, хам малаварая, правильно. Малая обозначает малаварая. Что такое малаварая? Малаварая обозначает быть на стороне Амитабхи, или обозначает новый путь, в котором вы будете всегда двигаться как победитель. Вам говорят о новой жизни. Вот таким кодом. Вы говорите, что нужно ощущать радость. Таки да. А если изо всех сил пытаешься, но не всегда получается ее чувствовать, так жизнь устроена. А называется это духовный путь. Если вы всю жизнь испытывали не радость, а грусть, то когда начинаете работать над этим, то не так легко. Вот сейчас прямо. Тот, кто уже давно не подтягивался, ну ладно, подтягиваться это сложно. Тот, кто уже давно не приседал 100 раз, присядьте прямо сейчас 100 раз передо мной. И вы не сможете это сделать. Почему? Потому что для этого необходима подготовка. Таки да. И, конечно же, если необходима человеку подготовка, то необходимо обязательно к этому готовиться. Конечно же, с первого раза не присядете. Если присядете, больно будет. Конечно, точно так. И это может занимать очень много времени. Для того, чтобы прийти к состоянию, когда все время радость, вам потребуется не менее 6 лет. 6 лет, 7 лет. И там очень много есть нюансов. Ух ты ж, какое письмо.
Ольга, Андрей Андреевич, ученики в начале 4-й обновленной. Мы на перепуте, не хотим вас использовать и юзать. Но просим вас помочь в определенном направлении нашего обучения. Не клеится личная жизнь, проблемы со здоровьем и работой. Ох ты ж. Улучшения есть, но как будто перекрывают. Нужно понять проблемы, это влияние профессионального колдуна. Но тут началось. Со стороны бывшей свекрови или наши особенности. Исключительно ваши особенности. Нам бы понять направление, по которому идти. Учиться дальше или колдовства нет. Нету колдовства у вас, нету, вообще не вижу. И надо только учиться. Проблемы приглушаются практиками, но не уходят. Это может уйти в тот момент, когда вы придумываете, для кого вы хотите жить. Для кого вы хотите жить. Вот смотрите, возьмите друг друга за ручки. Этого слушайте, что скажет она. Она может сказать: я клянусь всю жизнь прожить для тебя и клянусь помочь тебе быть абсолютно счастливым человеком. Перед лицом своего учителя давай поклянемся давать друг другу максимальное состояние счастья и работать над этим. После этого, если вы такую клятву дадите, это будет одним из моделей и идеологии вашей семьи, в ходе которой вы 100% уберете вот такие элементы, даже влияния или чего-либо. Не будет вопросов больше, потому что вы, скорее всего, проходите ступени, но не слышите то, что я говорю. Что нужно жить друг для друга, что любовь проявляется в тот момент, когда человек для кого-то что-то делает, а не для себя. Как-то так. Надо обожать людей, с которыми вы живете. А если не обожается, то нужно стремиться к тому, чтобы воспитать в себе это обожание. Подскажите, что может мне помочь в ситуации с сыном? 14 лет был преуспевающим спортсменом, потом кто-то сглазил, практику делаю, вроде стало получше, но постоянно просит денег и помогаем как можем, но он как пылесос высасывает. Можно ли это прекратить? Нужно проверить вашего сына на употребление наркотиков. Тогда станет все понятным. Извините, что это сказал при всех. Делаю практики непривлекательность, но не могу встретить свою любовь. Очень рекомендую вам пройти последний мой семинар, который называется «Замужество». Великолепный. Все моменты, которые связаны с тем, что вы не нравитесь, кто-то на вас не обращает, не приглашают, все это озвучил. Семинар большой, больше чем 2 часа. Рекомендую. Покупайте, проходите, скажите мне спасибо. Обещаю, что те люди, которые пройдут данные семинары, будут использовать ту философию, которую я там даю, уже на следующий месяц все абсолютно повыходят замуж. Кстати, хотел бы вам сказать, что прямо сегодня, прямо сейчас на моем канале, сайте aduiko.com проходит акция, где вы можете получить, вот здесь, проходит акция, наоборот, вот здесь, проходит акция, где вы можете получить абсолютную скидку на огромное количество моих продуктов, которые связаны с коронавирусом и которые связаны с новой волной вируса, которую все сейчас ожидают, трясутся и очень сильно за нее переживают. Правильно и делают. Для того, чтобы не болеть, для того, чтобы семья не болела, обязательно это делайте. Также сегодня от себя я хочу посоветовать вам код, который поможет вам не болеть. Это код звучит так: АЯЗА. А-я-за. Каким образом его практиковать? Утром садитесь, берете четочки. А-я-за, я-за, 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 а-я-за, я-за, я-за, я-за. Данный код можно использовать еще и как талисман. Написать а-я-за, а-я-зе-а. Нарисовать талисман так, чтобы в квадратике много раз было написано «Аяза». При этом данный талисман хорошо носить на себе, но чтение вот такой мантры все равно лучше. Можно это читать как кот на вдохе, Аяза, и на выдохе, но чтение вслух лучше. После того, когда вы это делаете для кого-то, в самом конце не забудьте позвонить в колокольчик. Так.
Александр Дубинский. Добрый вечер. Как не бояться смерти? Нормальный человек в обычной жизни не должен задумываться о том, что такое смерть. Обычный человек в обычной жизни, он должен задумываться о том, как деньги заработать, о том, как жену обеспечить, о том, как ремонт сделать, о том, как машину купить, о том, как не ожиреть. Дальше. О том, как увеличить доход, о том, где будут учиться дети, о том, где можно путешествовать, о том, как сделать жизнь близких и жизнь социума в целом лучше. А вы о какой-то смерти. О чем вы думаете вообще? Вам что, некогда? У вас так много времени, вы думаете о смерти? Как человек может работать 24 часа и думать о чем-либо? Мне настолько некогда, я с утра до ночи работаю. Когда человек с утра до ночи работает, то ему некогда думать. Труден день до вечера, если делать нечего. Я всегда говорю, если у вас депрессия, атаки, нервы и так далее, стирайте, убирайте, дрова рубите, молитесь, я не знаю, песни пойте, танцуйте, займите всю свою жизнь движением каким-то, чтобы вам было некогда. Тогда не будет ни депрессии, ничего. Ну, будут депрессии на самом деле, потому что это с другим связано. Андрей Андреевич, спасибо за семинар «Быстрое замужество 2». Пожалуйста, Надежда Корбут. А если не хотят, чтобы их обожали, отвечают, а вы молчите, обожать нужно молча. Или вы, я тебя обожаю, сволочь, я тебя обожаю, сволочь. Обожать — это значит желание что-то делать для другого человека. Обожать в вашем случае — это значит говорить, что обожаю, но не делать. А на самом деле это как наши политики. Я сегодня ехал по всему Киеву, а я ехал из Оболони в ЖК «София». А это очень большое пространство. И когда ехал, я удивился. Удивился вот чему. Великолепные, прекрасные баннеры висят. И мы изменим жизнь, и они врут нам, а это не так, мы снова сделаем там что-то. И сделаем жизнь красивой, сделаем жизнь лучше, и сделаем... Почему-то Карцев все время вспоминается, знаете, а так вообще, да, у нас плохо, но так вообще, да, но у нас лучше. Но так вообще-то у нас плохо, но у нас лучше. Знаете, очень хорошая была такая, очень хорошая была... Очень хороший был мультик про Чебурашку. И там был конструктив. То есть это было так. Пусть скажет Чебурашка, когда построили дом. Он говорит, мы строили и наконец построили. Ура, товарищи! И я смотрю на тех лидеров и тех людей, которые вот избираются, политиков, они все время, мы сделаем лучше. Ну, условно это одно и то же. Мы сделаем лучше. Из года в год. А они брехуны. Люди, они брехуны. Они брехуны. Я хочу вам еще раз сказать. Не верьте мне, человек, переступающий в сторону политику, становится автоматически брехуном. Они стопроцентные брехуны, подонки и подлецы. Почему? Потому что они не делают лучше. Они не ремонтируют дороги, они не помогают старикам, они не делают мир лучше, они не делают никого лучше. Тогда какая разница, кто будут? Пусть брехуны, не верьте им вообще. Только так вообще. Знаете, я много людей, которые хотят стать народными депутатами, им работать не хочется, они хотят депутатствовать. Но ни одного из народных депутатов не вижу, а я иногда с ними встречаюсь, и у меня всегда один и тот же смешной вопрос. Я всегда его задаю как эзотерический учитель. Вот с Михаилом я там одним встречаюсь все время, знаете, он народный депутат уже 2 созывов. И вот последний раз он говорит, о, смотрю иногда твои семинары, нормально, нравится мне, такое все для народа нормально, магию в народ. Я говорю, да. Я говорю, Миша, можно вам задать вопрос? Он говорит, да. Миша, а вы не хотите с народных депутатов в народ? Зачем это вам? Они все подонки, подлецы, там, как вы говорите. Может быть, вам в народ-то? Нет, я же служу народу, я все для народа. Как же без меня вообще? Тут мир скиснет. Вот. Понимаете? Эх.
Эля Космякова. Подскажите, пожалуйста, когда в этом году можно заключить брак, чтобы он был крепким, а значит и счастливым будет? Отвечаю на заданный вам вопрос. Вот сейчас я найду. Там у меня есть подружка моя такая, вот, она постоянно мне помогает. Сейчас я посмотрю. Напишите быстренько. Ага, вот я нашел. Итак, два дня есть еще. 15 ноября и 14 декабря. Вот 15 ноября можно выйти, чтобы все звезды светили вам и чтобы жизнь была счастливой. И 14 декабря. Вот все остальные не очень хорошие дни. Меня зовут Марина, я из Киева. Живу в Испании 20 лет. С вами уже 6 лет. Прошла 2 бесплатные, сейчас платную прохожу. Зимой была у вас в офисе, приобретала книги, четки и так далее. Шумы очень хорошо работают. Я хотела спросить, как восстановить физическое тело, если ночная работа? И можно ли радоваться после 24? Радоваться можно круглосуточно. На 7 ступени я буду объяснять, как радоваться по ночам еще. И какие коды лучше читать возле моря. Море отдает свою энергию и восстанавливает человека с 11 часов до 12 часов ночи. Вот если в 11 часов ночи прийти к морю и попросить его омолодить вас, то тогда с 11 до 12 вы получите омоложение. Если в любое другое время, то море может забрать проблемы. Сидите, смотрите на море и говорите: сын бухает, сын бухает, сын бухает, или там долги мои, долги мои, долги мои. Море заберет эти проблемы. Море забирает. Ага, еще комментарии есть. Как эзотерически уберечься от аварии на дороге? Там есть эзотерические талисманы мои, которые я выпускаю. Среди них есть, как уберечься на дороге. Все есть. Здравствуйте, а может судьба все-таки существует? Что бы ни делал человек, как бы ни пробовал изменить жизнь, ну никак не получается. Я знаю таких, и я знаю таких, но я знаю и других. Тогда что вы мне скажете, как другие из грязи становились князьями? Знаете, из князей в грязи ладно, а как из грязи в князья. 7-й ребенок в семье. У меня никогда не было свободных денег, я всегда начинал с нуля, всегда. И я стал человеком богатым. И я все время об этом говорю, что это возможно, и методы эти даю. А вы 100% находите себе все время объяснение: я верю в судьбу. Моя судьба быть вечно голым, несчастным, безрадостным, постоянно там комментировать гадость какую-нибудь, быть вредным и так далее. Это неправда. У каждого человека есть шанс. И я об этом говорю на первой обновленной ступени. Я объясняю, что такое судьба, я говорю: шанс есть. Могут ли все быть богатыми? Могут. Каким образом это нужно делать? Изменять философию свою. Почему люди, которые приходят во власть, они начинают очень много загребать? Дело в том, что люди, не умеющие зарабатывать, боятся, что дальше у них перекроют, и они будут вынуждены жить на сбережениях. Поэтому они стараются украсть как можно больше и вложить как можно больше. А человеку, который стабильно зарабатывает даже немного, его не беспокоит жизнь, потому что он понимает, что он сегодня может заработать, завтра и послезавтра и так далее. Поэтому люди, которые не занимаются политикой, более свободные, и более чисты, и более скромные, и более равны, и более радостные и так далее. Легче им живется, легче, когда ни у кого не воруют. Здравствуйте, я понимаю, что заклинание от заболеваний делать утром, во вторник, четверг, суббота. Не заморачивайтесь, проходите первую ступень. Там самая главная мантра нашей школы, она звучит так: не заморачивайтесь, не парьтесь. Читайте, болеете, читайте, когда хотите. Утром, вечером, ночью. То, что я говорил утром, вечером, ночью, это не для обычных людей, это для людей продвинутых, которые имеют уже огромные потенциалы энергии. И для обычных людей, вот обычных, которые приходят, только начинают прикасаться к эзотерике, все равно, когда читать. Главное, днем с открытыми глазами. Ага.
Скажите, работает ли практика белой дороги от пункта А в Б, если я приобретаю квартиру, но строительство заморозило, застройщик банкрот? Вы попали. И может быть посоветуйте какую-нибудь практику для ускорения строительства. Просматриваю вас, Марина, это затянется у вас на очень долгий период, почти на 3,5-4 года. На 5-й год все придет в норму. Хоть делайте, хоть не делайте. Это схема. Вам ее нарисовали, теперь это будут замыливать или запудривать мозги. Развели вас, одним словом. Какашки. С Днем Учителя. Напишите договор. Обязательно напишите договор, как я обучаю. С одной стороны они, кто деньги взял, а с другой стороны вы, где они отдают, и дальше по договору. Обязательно такой договор. И пусть этот договор будет подписан до того момента, пока они не отдадут вам деньги или не отдадут вам квартиру. Тогда этот договор сможет быть для вас эффективным. Как сделать договор, я рассказываю на ступенях. Напишите, пожалуйста, на какой ступени я рассказываю о договоре. С праздником! Ваши невероятные мантры на канале Дуйко Саунд уникальны. Низкий вам поклон, уважаемый учитель, с уважением к вам, ваша ученица. Спасибо, очень приятно. Подскажите, как узнать, чем заниматься, чтобы зарабатывать больше денег, чем сейчас? Пройдите семинар, который называется «Доктрина бизнеса», и вам будет понятно. Подскажите, пожалуйста, как мне радоваться, если люди не хотят со мной общаться? Ваше дело. Проходите первую ступень, я рассказываю, как можно научиться радоваться. Не нужно жалоб, не нужно, они не нужны. Жалуясь, вы радоваться не начнете. Вы находите возможность для того, чтобы не радоваться. Что делать, если в семье присутствует психологическое насилие? Если в семье присутствует психологическое насилие, то нужно быть верным любви. И в тот момент, когда человек психологически вас изнасиловал, нужно сказать: а я тебя все равно люблю. Дело в том, что то, что есть насилие, говорит о том, что есть гордыня у вас. То есть вас насилуют, вы обижаетесь. Обидеться — это значит проявить гордыню. Гордыня есть элемент, вычеркивающий из жизни любовь. Вспомните Иисуса Христа, который говорил, что любовь спасет мир. Так вот, тот человек, который обижается, есть человек, который предал любовь. Поэтому, когда человек насилует и вредничает, то ему нужно сказать: да я тебя все равно люблю. Я тебя все равно люблю. Человек: ты подлюка, ненавижу тебя, сволочь, скотина. Я тебя все равно люблю. Все равно люблю. Да. Почему? Если бы не были такими эгоцентричными, амбициозными и с чрезвычайной гордыней люди, и они бы не стали руководителями стран, то тогда мир был бы прекрасным, потому что это люди с сумасшедшей гординой. Они обижаются на людей, они мучают людей, они вытираются об людей, им мешает их гордыня спуститься. То есть они считают, что все остальные лохи, лошары там и так далее. Ладно, нельзя говорить на власть. Я обожаю царей. Я считаю, что наш президент самый президентистый из всех президентов. Я считаю, что русский президент самый лучший президент на земле. Я считаю, что каждому президенту каждой страны нужно дать Нобелевскую премию и сделать их вечными президентами стран. И после того, когда они состарятся, пусть их дети тоже будут вечными президентами. Как хотите это воспринимать. Сделала тату раскрещенная ваджа на ноге правой, но где-то прочитала, что нельзя. Там можно где угодно, все равно. Мочеренко Игорь. Поздравляю вас с Днем Учителя. Спасибо, Игорь. Расскажите, пожалуйста, есть ли связь перерождения человека с его родом, в котором он жил? В случае, если мужчина прожил жизнь и умер, и он был удовлетворен своей жизнью, то он может переродиться в другом роде. В случае, если смерть насильственная, в случае, если смерть тяжелая, то тогда, скорее всего, этот человек может родиться в своем роде. То есть от кого-то, кто связан с кровью, из клана не выпасть. Но уже в виде девочки. Не в виде мальчика, а в виде девочки. Поздравляю с Днем Учителя. Спасибо вам. Спасибо, Громадший, за совет на марафоне 2. Вы мне ответили точно так же. 3-4 года ожидания квартиры на море. Спасибо за совет по написанию договора. Сделаю обязательно, как все ваши практики работают 100%. Да. Ученица бесплатно ИРТЕ, хочу пройти 7 ступеней. Ну, проходите. Заказала метасоник. Дочери исполнилось депрессивное состояние, психические атаки.
Помните мои мантры. Тряв-сик, кистеплово и припутав. Припутав, кистеплово, тряв-сик. Читайте для нее как мантру. Кистеплово, тряв-сик, припутав, кистеплово, тряв-сик, припутав, кистеплово, тряв-сик, припутав. Это уберет страхи, панические атаки и депрессивные эпизоды. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за терпеливое, плодотворное влияние на человечество. Я вам хочу сказать, я победю зло. Я есть источник абсолютной добродетели на планете Земля. Я победю зло. Я людям открою глаза. Я людям буду вещать, пока смогу стоять. А когда не смогу и буду сидеть, то буду вещать сидя. И буду это делать все время. И буду стараться максимальное количество людей на протяжении своей жизни делать счастливыми и делать такими людьми, чтобы они не страдали. Моя цель — сделать людей счастливыми. Не знаю, какие у кого цели, зарабатывать там или еще что-то делать. Моя цель другая. Как эзотерик, я каждое утро сажусь, вот так складываю ручки. Сейчас открою файлик свой. Сложусь, вот так складываю ручки. Вот такой вот у меня есть файлик. И говорю каждое утро. Представляю людей, которые связаны со мной, представляю всех учеников школы и говорю: пусть все в жизни у этих людей получается быстро, пусть скоро все выздоровеют, пусть в жизни их будет везение, пусть в их жизни будет радость, пусть в их жизни будет удивление, счастье, пусть они живут все долго, пусть их дети обожают, пусть они обожают своих детей, пусть их родители любят, пусть они любят своих родителей, пусть холостые найдут любимых, пусть семьи будут крепкими, пусть все будут богатыми, пусть у них будет своя недвижимость, пусть у них будет почет, пусть у них будет уважение, пусть у них будет слава, пусть у них будут возможности, пусть к ним текут деньги, пусть люди вокруг них видят в них красоту, пусть и люди видят в них силу, пусть во всех делах коммерческих будет успех и так далее. 100 пунктов. Повторяю их не менее 30 раз. Это занимает у меня 1,5 часа. Я это делаю с тотальным внутренним желанием изменить жизнь тех людей, которые причастны к школе, изменить жизнь тех людей, которые связаны с теми людьми, кто причастен к школе, так, чтобы их жизнь была счастливой жизнью. И это считаю для себя миссией, и ей стараюсь соответствовать. Конечно же, всегда найдутся люди, которые будут говорить: да, этот Дуйко, он только зарабатывает и так далее. Да, я зарабатываю. На чем? На БАДах своих зарабатываю. У меня есть еще виды бизнеса. На шумах я зарабатываю. Почему? На ступенях я даже зарабатываю. Правда, их можно купить бесплатно. Да? Почему я это делаю? Ну, мне же нужно как-то жить. Мне же нужно как-то жить. Или я не должен жить? Ну ладно, в следующий раз приду с больными зубами и в вязаном свитере своими руками. Ужас. Я же не человек, который живет за счет ваших, допустим, пожертвований. Вы же мне не жертвуете деньги. Поэтому я живу от того, что я могу заработать. И честно говорю об этом. И что? Слушаем с дочкой, практикуем за духовным именем, нам каждому отдельно, да, каждому отдельно просад. Куда обратиться? Прямо вот здесь, где вы сейчас пишете, сделайте просад и напишите мне в Viber или WhatsApp, куда угодно. Готов присоединиться к вашему стремлению, что делать людей счастливыми. Скажите, человек счастливый может делать людей счастливыми? Может. А если вы считаете себя несчастной женщиной или мужчиной, то вы не имеете права читать вот эти слова, которые я читаю. Не имеете права. Почему? Счастливый человек должен. Я каждое утро просыпаюсь рядом со своей женой, и я это счастье чувствую. Я чувствую счастье, когда я у стоматолога сегодня 1,5 часа лежал, чувствовал каждую минуту счастья. И когда болит что-то, чувствую счастье, и когда страдаю, чувствую счастье, и когда детей вижу, и когда что-то происходит, счастье не уходит. Оно заселилось, и оно все время находится, и его все время ощущаю. Ольга, подскажите, что делать, месячные идут? О чем вы? Какие месячные? Купила шум уничтожения врагов, посоветуйте шум для лечения от последствий колдовства. Ищите там шум от колдовства и слушайте шум от колдовства. Есть очень хороший семинар «Убирание с глаза и порчи колдовства». Приобретайте его на моем сайте duiko.guru.
На вашем вебинаре потрясена. У меня случилась трагедия. У меня погиб жених, но я стараюсь вперед идти. Но кончились цели, и все время кружится голова, будто кипит кровь. Как мне найти себя заново? Если кружится голова, как будто кипит кровь, то это внутричерепное давление. Вам необходимо обратиться к врачу, пускай он поставит вам диагноз, пролечит это. Принимайте препараты Вестиба там какие-нибудь для того, чтобы голова прекратила. Ну и эзотерически начинайте работать по семинару «Быстрое замужество», как я там обучаю. По-другому никак. Андрей Андреевич, этот год необъясним. Ответил. Андрей Андреевич, подскажите, на каком расстоянии от электроприборов можно выполнять практики? На любом. Можно на кухне, пожалуйста. Оксана Калашникова. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Вопрос по технике дыхания. Когда делаю технику вдох-выдох с произношением мантры, начинается приступ астмы, кашель дикий, что со мной не то? Вы кашливаете проблему какую-то, продолжайте, не останавливайтесь. Чем вылечить продольную деформацию ногтевой пластины? Благодарю. Возьмите обычные яйца сырые в шкарлупе, положите в банку, залейте уксусом, после чего, когда они настоятся 2 недели, прокалите и смазывайте ногтевую пластину, восстановится. Кстати, такой же совет советую тем, у кого есть боли в суставах, артрозы, коксартрозы и так далее. Также есть у меня бальзамы, такие они продаются на моем сайте aduyko.com для убирания проблем, связанных с грибком, там, ногтевыми пластинами и так далее. Эх, люди. Ирина Курилова. Андрей Андреевич, здравствуйте. Очень рада встрече с вами. Пожелать вам дальнейшего процветания, поблагодарить ваши знания, которыми вы нас обучаете. Хотела бы поздравить вас с Днем Учителя. Спасибо. Дорогой учитель, сказать, семинар «Ментальное целительство» работает на ура. И узнать, когда будет вторая встреча за знаниями «Ментальное целительство 2». Да, такой семинар есть сейчас в прогнозах. И, скорее всего, его в ближайшее время буду проводить. Хочу выпустить семинар «Мудрый», знаете, «Мудрый», и объяснить, как они работают. Встаю с радостью, улыбка, с радостью работаю с детками, вижу хорошие отношения людей. При неприятностях перелетаю. Правильно делаете, вы молодец, горжусь вами. Скажите, если прошел 2 бесплатные ступени, то нужно ли приобретать 1-ю и 2-ю ступень? Давайте спросим у учеников нашей школы, уважаемые ученики, которые сейчас находятся здесь. А скажите, уважаемому господину... Ой-ой, все, пролетело. Уважаемому господину, который задал этот вопрос, необходимо проходить 1-ю и 2-ю обновленную ступень или достаточно будет 1-й и 2-й старых ступеней? Напишите вы, потому что я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Андрей Андреевич, если мужчина уходит из семьи к другой, это эзотерически, что за фрукт? Это фрукт не он, а фрукт вы. Почему? Просмотрите мой семинар, который называется «Быстрое замужество». Не обижайтесь, я там объясняю, почему мужчины бросают своих женщин. И поверьте мне, все банально просто, прямо банально. И здесь в ваших словах вы поймете, что вы уже не правы. Почему? Проходите семинар. Как получить духовное имя? Для того, чтобы получить духовное имя, вам необходимо быть учениками 1-й ступени, где я объясняю, как имя для себя можно создать. Если вы хотите получить его после прохождения обновленной ступени, то вы можете нажать на кнопку «Поблагодарить», внести определенную сумму денег, и после чего написать мне в потоке, в Фейсбуке, в группе любой, в WhatsApp. Там, у нас есть группа, в Телеграме ее ежедневно посещаю. В Телеграме мне написать, в группе написать: Андрей Андреевич, дайте духовное имя. Если я буду это видеть, зайду, клацну на вас и перейду в личный чат и дам вам духовное имя. В потоке я даю. Ага. Андрей Андреевич, вы сегодня очень позитивный, так приятно с вами. Ой, спасибо. Нужно только обновленное, очень помогает. Пишет Игорь Лакутин. Вот. Даниловская Ольга, да, необходимо пройти 1-ю и 2-ю обновленную. Здравствуйте, хочу приобрести метасоник. Пожалуйста, какой для меня лучше? Странный вопрос. Метасоники подписаны. Выбирайте, какой для вас лучше, и приобретайте.
Благодаря присоединению к вашей школе стала счастливой. В каждом человеке вижу красоту. Сама удивляюсь, что во мне поменялось. И старое, и новое. Обязательно проходить обязательные ступени. Бесплатных мало. Обновленная ступень совсем другая, значительно сильнее и мощнее. Согласен. Я проходил все ступени школы Кайлас, которые существуют. И скажу вам, что нужно проходить обновленные ступени. Игорь Мачеренко, между прочим, это человек, за счет которого или благодаря которому открылась наша школа Кайлас. В свое время, когда он работал на меня, он мне задал вопрос: Андрей Андреевич, почему у вас все так хорошо получается? Я говорю, я занимаюсь эзотерикой. Он говорит, ну это же грех, нужно молиться Богу, аллилуйя, Господь поможет, слава Богу. Вы такие слова говорите? Я говорю, нет, я не верю в то, что вы говорите, я живу другими идеями. Он говорит, о, я тоже хочу. Я говорю, ну если соберешь 10 человек, я им прочитаю первую ступень. И он собрал. Спасибо ему за это. Игорь, спасибо тебе, низкий поклон. За что в дальнейшем совершенно бесплатно смотрел все остальные ступени. Это было в его сторону моя благодарность. Для ученицы первой ступени можно ли и нужно ли делать запечатывание членов семьи рано утром, когда не спят? Нет, нет, только себе ставьте, только себе. Очень надеюсь, что скоро буду иметь мое собственное жилье, живу на квартире 17 лет, смогу ли купить? Конечно, сможете. Ну все, у нас 7 часов, и за эти 7 часов мы узнали много вновь. Итак, а у меня конкурс. Кто под данным видео напишет в комментариях рифму с Андреем Дуйко и дальше рифму, и кто напишет самую хорошую рифму, получит от меня обновленный любой семинар. И результаты конкурса я дам в следующую пятницу, когда я буду проводить новый семинар по эзотерике. Поэтому хочу, чтобы вы написали в моем канале YouTube Андрей Дуйко официальный канал, прямо под данным видео, которое я назову «Конкурс Андрей Дуйко, с ним жить легко», как-нибудь так. И вы напишите комментарий, в комментариях пишите там Андрей Дуйко и дальше рифма, там, или с Дуйко жить легко, с Андреем Дуйко жить легко, Андрей Дуйко эзотерика воспринимается легко и так далее. И напишите эти рифмы или там целые стихи, особо понравившиеся, я обязательно со своей стороны отблагодарю, ну и выберу обязательно призера и подарю подарок. Но это необходимо сделать не здесь, не в Facebook, это необходимо сделать на моем YouTube канале, официальный канал Андрея Дуйко. Еще раз большое спасибо за ваше участие. Будьте здоровы,